Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня вяжу обалденную и очень вместительную сумку из рафии. Использую рафию «Вяжи еще». У этого бренда обалденные оттенки цвета и матовая текстура нити. В 200 граммах 240 метров. Это 100% натуральная целлюлоза. Бюджетный, очень прочный материал. Он хорошо держит форму. Но несмотря на это, я приготовила пластиковую канву для дна. 5 миллиметров ячейка канвы. Из-за того, что у меня достаточно каркасный верх изделия, вот такую буду использовать заготовку. Верхняя часть с ручками. Сумка получится очень вместительная и из-за материала достаточно легкая. Размеры заготовки 39-40 сантиметров. Приготовила ножницы. Вязать буду крючком 4,5 мм, как вспомогательный использовать 3,5 мм. Головка этого крючка хорошо входит в отверстие по моей канве. На каждом этапе озвучиваю количество петель, рядов, очень подробно разбираем узор, справится даже новичок. Все необходимые ссылки остаются в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, переходим к работе. Нить плоская, и хорошо бы подматывать для вязания ее на опоре, для того чтобы она разматывалась с мотка ровно, без перекрутов. Я беру начало мотка и набираю 13 воздушных петель. Набрасываю нить на крючок 4,5 мм, подхватываю длину рабочей нити, первая петля. И далее последовательно, не очень туго, достаточно свободно, 13 воздушных. Готово. Далее переворачиваю цепочку воздушных петель и вставлять крючок буду в заднюю перемычку. Первую петлю пропускаю, она уходит на петлю подъема. Вторая точка от крючка, задняя перемычка, провязываю столбик без накида. Далее следующая точка, столбик без накида. Получается до конца ряда 12 столбиков. Готово. В конце каждого ряда петля подъема. Переворачиваю полотно, край начала направляю в полотно, буду ввязывать ее вторым рядом. Каждый следующий ряд вяжется одинаково. Петля подъема пропускается в следующую точку. За обе дужки кромочной косы я подхватываю рабочую нить и провязываю столбик без накида. Вяжу достаточно свободно для того, чтобы нить не была перетянута. После отпаривания петли станут на свое место и изделие преобразится. Сейчас у меня в каждом ряду 12 столбиков без накида. Навязываю рядами туда-обратно необходимый размер донышка. Донышко прямоугольное. Это размер прямоугольника по короткому краю. Сейчас буду навязывать прямоугольник по длинному краю. То есть количество рядов достаточно внушительное. У меня провязано 32 ряда туда-обратно. Размеры заготовки 30,5 сантиметров длинный край, 10 сантиметров короткий край. Также меряю полупериметр около 40 сантиметров, что полностью соответствует размеру моей верхней части. По этим размерам немножко меньше выкраиваю пластиковую канву. Вот она как будто немножко внутри. Размеры пластиковой канвы 9 сантиметров на 29. Сейчас необходимо закрепить пластиковую канву вязанием к уже готовому донышку. Перехожу к крючку потоньше. У меня 3,5 мм. И здесь сейчас в угловых точках вставлять крючок буду по 2 раза. Один столбик уже провязан, второй раз угловая точка, столбик. Вяжу достаточно свободно, как будто работаю крючком потолще. Здесь уже в угловую точку 2 столбика провязано. Следующая точка, следующее отверстие по канве. Столбик без накида. И так далее. Вставляю крючок напротив каждого ряда один раз. Здесь отверстия по канве могут не совпадать. Я контролирую, чтобы у меня хорошо вписалась канва, хорошо ее прижимаю к вязанию
и вхожу крючком по пластику в той точке, в которой выходит крючок по изнанке, вот здесь, где-то подряд, где-то через одно отверстие, обратите внимание. Так прохожусь по всему периметру. Еще раз, достаточно свободно в угловых точках для поворота по 2 столбика здесь, здесь. Я подхожу к угловой точке, напоминаю, начинала пришивать я в этой точке, но здесь у меня количество рядов было четное, не буду навязывать еще один лишний ряд здесь, закончу, не пришив вот один только край, но это на самом деле не очень значительно, можно закрепить ее с помощью нити рафия. Вот сейчас у меня уже провязано по периметру 90 столбиков. Количество столбиков для узора должно быть четным. 91, можно скорректироваться, если не получается четное, и 92 в угловую точку. Вот так сразу соединительный последний столбик. Получается 92 кромочных косы. Теперь делаю подъем на высоту ряда. Возвращаюсь к крючку 4,5 миллиметра. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Узор будет вязаться пучками. Пучки будут провязываться через одну точку. Вот если у меня 92 петли, будет провязано 46 пучков. После подъема крючок вставлять буду в предыдущую точку от подъема. Накид. Возвращаюсь в предыдущую точку, вытягиваю нить на высоту подъемного столбика. Снова накид. Возвращаюсь в эту точку, вытягиваю нить на высоту подъемного столбика. Теперь провязываю все петли на крючке, кроме последней. И вместе еще раз 2 петли на крючке. Готово. Вот такой фрагмент узора у меня получился. Теперь следующую точку пропускаю через одну, накид, провязываю подъемный столбик. Подъемный столбик — это столбик с одним накидом. Раз, два. Готово. Теперь возвращаюсь в предыдущую точку, она же пропущенная, и ту же самую комбинацию провязываю. Накид за обе дужки, вывожу на высоту подъема, накид, снова возвращаюсь туда, вывожу на высоту подъема, провязываю все петли, кроме последней, и провязываю 2 петли на крючке. Готово. По кругу будут вот такие комбинации из столбиков. По моему расчету у меня 46. Если у вас другой размер изделия или плотность вязания, просчитайте для себя. Снова накид, пропускаю в следующую столбик с одним накидом. Это столбик подъема на высоту ряда. А теперь комбинацию из 2 столбиков в предыдущую пропущенную точку. Вытягиваю первый, накид, снова крючок туда, вытягиваю второй. Провязываю все петли, кроме последней, и последняя петля. Вот уже 3 столбика у меня навязано. Продолжаю по периметру. У меня остается последняя пара столбиков, накид, пропускаю точку, следующую точку провязываю подъемный столбик с одним накидом. И теперь возвращаюсь в предыдущую пропущенную точку, накид, вытягиваю, фиксирую, накид и снова возвращаюсь, вытягиваю. Провязываю все петли, кроме последней, и провязываю последнюю петлю. Здесь нахожу первую кромочную косу, первую кромочную точку и провязываю соединительную. Готово. Первый ряд по узору закончился. 3 воздушные петли. Поднимаюсь на второй ряд. Ряды будут вязаться туда-обратно, значит, полотно мне нужно переворачивать. Каждый раз переворачиваю, следующий ряд вяжется по изнанке. Здесь по этому ряду мне нужно сейчас вернуться в расстояние между пучками прошлого ряда. Подъемная у меня здесь, вот вернуться мне нужно в предыдущее окошко. Накид, возвращаюсь,
вытягиваю, накид, возвращаюсь, вытягиваю, провязываю все петли на крючке, кроме последней и последнюю. Готово. Теперь, так как следующие столбики я буду провязывать в следующее окошко, закрепиться мне нужно дальше. То есть вот эту точку я пропускаю, накид, и закрепляюсь за обе дужки кромочной косы вот здесь, немножко впереди, столбик с одним накидом. Провязан. А теперь возвращаюсь в намеченное окошко. Накид, окошко, накид, окошко. Провязываю все петли, кроме последней, и последняя петля. Готово. Таким образом получается наклон, необходимый у столбиков, и узор на выходе будет смотреться очень красиво. Снова накид, пропускаю окошко, в которое буду вязать. Вот нахожу следующее окошко, за обе дужки над этим окошком провязываю подъемный столбик. Готово. Теперь возвращаюсь, накид, вытягиваю, накид, вытягиваю, провязываю. И вот уже 3 пучка второго ряда у меня провязано. Двигаюсь в обратном направлении до начала ряда. Заканчивается второй ряд, и здесь внимательно, вот пучок первый провязан, совсем рядом в окошко, куда я должна провязать подъемный столбик за обе дужки. Провязываю этот столбик. И здесь у меня последнее окошко для того, чтобы вернуться и провязать узор. Точно так же. Готово. Теперь соединяю здесь соединительной петлей. Подтягиваю. И снова 1, 2, 3. Переворачиваю полотно. Следующий ряд вяжется по лицу. Я вышла над окошком здесь. Накид, значит, возвращаюсь в предыдущее. Вытягиваю, накид, вытягиваю, провязываю все петли, кроме последней, и провязываю последнюю. Далее повторяется все то же самое поворотными рядами. Пропускаю окошко, над следующим за обе дужки подъемный столбик с одним накидом. И теперь непосредственно сам узор в предыдущее окошко. Раз, накид, 2. Провязываю не до конца. Теперь 2 петли. И повторяется из ряда в ряд все то же самое. У меня есть цель поместиться в один моток пряжи. Навязываю глубину, пока не закончится пряжа. Но в зависимости от запроса можно связать изделие и более глубокое с большего количества пряжи. У меня провязано 11 рядов. Глубина изделия повязанной части получается 18 сантиметров. Я хорошенько отпарила, потянула изделие. У меня по размеру сейчас идеально все подходит. Единственное, здесь у меня точек по вязаному полотну 92 петли, а здесь 78. Мне нужно подогнать вот нехватающее количество петель, 14 петель. Можно вшить кожаную часть внутрь изделия. Можно сверху с помощью соединительных стежков, но я хочу обвязать деталь и шить ее стык в стык следующим образом. Еще раз напоминаю, у меня здесь 78 отверстий, поэтому для себя я рассчитала, что примерно каждую шестую, через раз каждую седьмую точку мне нужно добавлять. Беру край нити, с другой стороны моток уже закончился, я полностью его размотала, здесь нить не прерывала. Вот это край начала. Подхватываю столбик без накида, ввязываю сразу край начала в полотно и вот такой вот обвязкой столбиками без накида прохожусь по моей вязаной основе. Использую здесь крючок 3,5 миллиметра. 4 петли провязано, 5. Вот на шестую я провязываю добавление. Добавлением я называю
точку, в которую провязываю сразу 2 столбика. Вот и примерно на одинаковом расстоянии между этими добавлениями по кругу я добавляю. В конце контролирую, чтобы петель было 92. Точно такое же количество, как по моей вязаной части. У меня завершается обвязка, и просчитывая кромочные косы, мне не хватает одного столбика. Поэтому вот последнюю точку, где начиналась обвязка, я провязываю добавление не 2 столбика в одну точку, а провяжу сразу 3. Здесь на стыке это гармонично смотрится и общему виду не помешает. Укорачиваю нить, вытягиваю полностью. Увожу в первую кромочную косу здесь и возвращаю в исходную точку. Все, эта деталь у меня подготовлена. Теперь обращаюсь к основе, которая связана. Здесь мне нужно сейчас четко обозначить крайние точки, для того, чтобы они совпали, чтобы не было никакого перекоса, так как на верхней части у меня ручки. Вот так хорошенько я равняю. Здесь вот он изгиб, и соответственно здесь должен совпасть с вот этой точкой, тоже точка изгиба. Если по ней спуститься, я окажусь ровно в середине донышка. И с этой стороны то же самое. Вот она, маркирую точку, нахожу вершину с этой стороны и тоже вставляю маркер. Все, готово. Теперь нить у меня здесь. Я просчитываю, чтобы эти точки совпали. У меня должны совпасть эти и вот эти. То есть эта петля относится к вот этой точке. Здесь могу вернуться на крючок 4,5 миллиметра, подхватить обе дужки, подхватить петлю и вывожу ее на лицо. Шов пойдет по лицу, это и удобно, и будет смотреться очень аккуратно. Теми же самыми соединительными петлями. Обе дужки здесь, обе дужки здесь. С одной, с другой стороны вытягиваю соединительное. Здесь, здесь. Все, так двигаюсь по кругу. У меня последний стежок, я уже укоротила нить, вытягиваю нить полностью. Здесь сейчас в первую петлю обвязки вставляю крючок и увожу нить на изнанку. Вот сначала сюда. Нить повторяет последний стежок. И здесь на изнанку. Здесь неподалеку у меня есть окончание нити обвязки фурнитуры. Я свожу их вместе, связываю и прячу. Сумка получилась обалденная. К слову, от одного мотка нити у меня осталось совсем немного. Вот такая объемная и функциональная, при этом очень экономичный. Расход на нее, итоговые размеры, конечно, по размерам фурнитуры 39 сантиметров по верху, донышко 30 сантиметров на 10 сантиметров. За счет сбалансированного укрепления донышка очень гармонично она смотрится и ведет себя. Сумка держит форму за счет верха и укрепленного низа. Посмотрите, как великолепно сочетается цвет, но сюда подойдет любой цвет пряжи. Я сделала подборку: черная, светлая, серая, есть базовые цвета. Это бежевый крафт и шоколадный коричневый. И такой очень красивый винный красный. Выбирайте цвет пряжи, сумка будет смотреться здорово в любом цвете. Напоминаю, все необходимые ссылки оставила для вас в описании под этим роликом. Подписывайтесь на канал, будет много интересных видео. Всем пока!